Всем доброй ночи, дорогие друзья. Мы все знаем, что родная земля, наши корни, наша генетика, Родина – это все нам помогает в течение жизни. Это все зов нашей крови, зов нашей генетической памяти, это наследие предков. Если вы находитесь на чужбине, то у вас все время тянут свои родные песни, легенды, эпосы, предания. В них вы находите утешение, спокойствие. Они вам помогают набраться сил. Известно, что когда человек сражается за свою землю, за свой дом, он бьется как лев. Когда он идет воевать по контракту, он просто отсиживает свое время и уходит. Потому что чужая земля не влечет его так, как своя. Потому что за чужую землю не хочется умереть. Землю называют матерью, поскольку она рождает, она дает жизнь, она забирает жизнь. Она может быть яростной, она может поднять волны вверх, она может создать землетрясение, она может извергнуть вулканами, но в то же самое время она кормит тысячелетиями человечества. В землю сажают, собирают урожай, из земли берут все нужное для жизни. Все, что в нас есть, все эти химические или органические составы есть в земле. Мы превращаемся в землю, уходим. Из земли рождается, из нашего праха новая жизнь. Земля дает последний приют и пристанище родным, близким людям. Мы доверяем, мы отдаем земле. Мы говорим, отдали земле. То есть мы отдали земле. На хранение отдали то, что нам ценно и дорого, родного человека. Поэтому земля имеет многофункциональные, многозначимые вообще понятия земля. По одной легенде, армянский царь Аршак, который был пленен и заточен в крепость персидским царем Шапохом. И так получилось, что ради развлечений царь приказал половину его кельи посыпать персидской землей, другую половину армянской землей. И вот когда Аршак шагал по земле персов, он шагал с поникшей головой, опустив взгляд, смирившись с судьбой. Но стоило ему вступить на армянскую землю, он поправлял плечи, он вспоминал, что он царь, что он самодержец, что еще не все потеряно, он набирался сил, он злился, он ругал персидских царей, он говорил, что выберется отсюда и отомстит за себя. Потом обратно проходил, не зная того, опять по земле персов, и снова смирялся с судьбой, снова взгляд бросал на землю, снова был поникший взгляд, отчаявшиеся глаза. То есть это говорит о том, что родная земля дает силу человеку. Мы говорим, дома даже стены родные помогают. Это все не просто так рожденные слова. Итак, для того, чтобы совершить этот ритуал, вам нужно взять родную землю. Естественно, для тех людей, которые живут вне России, нужно будет кого-нибудь попросить, я не знаю, посылка ли или как, но отправить вам землю. Хоть какую, естественно, не погостную землю. Я надеюсь, ума хватит на это. Это земля моей родины. Я храню у себя. Есть там целый пакет моей земли. Я иногда совершаю ритуалы с ним. Потому что это та земля, которая мне дает силу. Это та земля, где находится моя генетика, зов моей крови, в которой
похоронены мои близкие люди, которые завоеваны кровью моих предков. Это земля моей Родины. Поэтому я спокойно могу совершать ритуал, обращаясь к земле своей Родины. Живущие в России люди, естественно, могут вполне взять землю своей Родины без проблем, это уже не составит труда, и совершить этот ритуал. Люди, которые, скажем, живут в Москве, но родом из Северного Кавказа, Закавказья, ну, не знаю, то же самое могут привести землю к себе. Если вы родились, скажем, в Тульской области, конечно, вы можете взять землю России хоть где, потому что это земля вашей Родины. Но если вы привезете из малой своей Родины землю, конечно, ритуал будет сильнее. После того, как вы начитали на землю 7 раз, посыпьте эту землю в разных углах вашего дома, там, где долгое время вы как бы не сметете, не вычистите. То есть в труднодоступных местах, куда вы добраться так легко не сможете. Эта земля будет охранять, приумножать вашу силу, ваше имущество. Вы почувствуете прилив энергии и бодрости. Время от времени это повторяйте, потому что земля будет поглощать отрицательную энергию в вашем доме и давать положительную энергию. И вот как она богата, как она сильна, так будете вы сильны на тот период, пока этот заговор работает. Когда земля уже полностью поглотит эту отрицательную энергию, она обессилит. И вам нужно будет по новой это провести. Итак, вам нужно будет взять землю своей Родины, родного края, малой Родины, каждому свое. Зажгите свечу, обычную восковую, можете церковную взять, там без разницы. Там нет никакой разницы абсолютно, потому что точно такие же свечи, обыкновенные, ни с каким они ни благословениями, ни с какой энергией. Обычные восковые свечи они. И возьмите какой-нибудь или благовоний, или можете масла, например, вот в этих емкостях, чтобы запах был приятный рядом находящийся. И, именно или масла, или благовония, потому что это тоже энергия Земли, это энергия цветов, это энергия природы. Но чтобы поменьше было химии, скажем так. Вот посыпали в какую-нибудь емкость и читаем. Матерь сырая, Матерь всего живого и мертвого, земля моих предков, приютившая в своих недрах почивших родных, приютившая предков моих, потом и кровью нашей, ты орошаема тысячелетиями, ты наш приют и дом. О, Матерь сырая, Матерь святая, земля моих предков, ты дарующая жизнь и отбирающая, ты рождающая и поглощающая земля моих предков. Я прошу у тебя силы и помощи. Я прошу у тебя благословения. В тебе прах ушедших, в тебе жизнь нерожденных, твои священные недра, наш приют и защита. Ты страшна в ярости своей, ты нежна в доброте своей, кормилица мать. Поделись со мной яростью своей и щедростью своей, защита твоя отныне мне в помощь. Матерь сырая, стань мне подмогой. Сколько песчинок в пустынях твоих, сколько камней в горах твоих, сколько травы в полях твоих, сколько добра, столько везения, столько защиты мне подари. Земля моих предков, ты моя сила и защита, и помощь, как ты богата, Матерь-Земля, как ты сильна, так я сильна и богата. Аминь. Вот этот заговор читайте 7 раз, потом возьмите эту емкость с землей, посыпьте в труднодоступных местах, в щельях, где угодно, можете хоть под ковром посыпать. И
Через некоторое время этот ритуал повторите. Но в то время, как вы это сделаете после, ну, можно раз в месяц это сделать, скажем так. За месяц заговоренная земля будет очищать в вашем доме всю отрицательную энергетику, будет убирать все, что было наслано, наделано в вашем доме. Еще раз повторяюсь, что подобные ритуалы помогают на время, если это делает простой человек. Если на человеке что-то серьезное, может не помочь. Но в основном, основное количество сделанных ритуалов, которые проводятся подаренным мне людям, основное количество получается как нужно. Поэтому зависит еще от вашего желания, насколько вы будете настроены в этот момент, насколько это правильно вы сделаете. Свеча должна догореть до конца. Итак, я думаю, что мои объяснения были ясны. Проведите. Всех вам благ и успехов.